с огромной любовью, с трепетом проводим уже внутреннее расследование, почему так происходит. Я сегодня поесть в тишине, поболтать с моим любимым безымянным. Закинула сюда кусочек, пробовала его на днях. Пока я его разбивать не буду, просто отложу в сторонку. Что такое? В общем, передумала говорить. Это тот кусок, который я кушала, когда телефон потеряла, помните? И что я сказала, что он очень вкусный. Вот попадаются действительно даже в любимом сорте кусочки, которые вкуснее, чем обычные. Что такое у меня с ногтем, не пойму. Так вот, вот этот кусок, ну, килограмма 3, именно тот, который из самых-самых вкусных, самый лучший. И я была, представляете, как тогда расстроена, что даже эмоции меня негативные перебивали, и растерянность с телефоном, что я не могла на нем акцентировать свое внимание. То ли дело сейчас. У меня сегодня прекрасное настроение. Замечательный день. А я могу полноценно его оценить. А еще к моменту про телефон. Многие из вас переживали действительно, ну, очень искренне, да, там как за свой телефон. Я это оценила, я безумно благодарю вас за ваше доброе сердце. Мне приятно понимать, что в этом мире полно действительно достойных людей, с достойными ценностями, с большой душой. И отметить тот момент, что, несмотря как бы мне тогда не было грустно, я читала некоторые приметы ваши и смеялась в голос. Вот сейчас я не вспомню, но там кто-то из девчонок написал, что ну, черт, поиграй, отдай. Потом какой-то еще совет был. Еще одна девушка написала: дарю телефон Надежде Кохановой, да? Что-то типа такого. И после этой фразы, произнесенной 3 раза, телефон, мол, найдется. И насколько было мое тогда отчаяние, что я эту фразу, ну, вот как мне сейчас уже смешно, понятное дело, все вот эти наши причуды, спустя время, они кажутся немножко неактуальными уже, да? На тот момент ты готов поверить, не знаю, мне кажется, даже во все силы, которые могут только быть. Все мифы Древней Греции. Лишь бы твоя дорогая вещь, причем не обязательно материально дорогая, да? Духовно. Нашлась. Я тогда, в тот вечер, я не знаю, раз 10, наверное, читала вот это сообщение и говорила: дарю свой телефон Надежде Кохановой, или как там, я могу сейчас ошибаться. Вы можете пролистать под видео. Лишь бы он нашелся. Игорь крутил виска. Безнадежно. Ну что такое со мной? Что с моими руками? Ну что, блядь, с вами? Что не так? Смеялся, крутил виска, говорил: Кать, ну это как бы вообще уже стадия. Сколько ты раз это сказала? Но я не теряла надежды. Так что все ваши комментарии я читала. Все ваши советы я использовала. Не пренебрегала ничем. Вы должны были об этом знать. Он реально вкусный. Я сегодня хотела снять вообще видео не с безымянным, но я поужинала, у меня жуткая тяжесть. Обычно, когда у меня тяжесть после еды,
Тяжесть не после мела, она до него была, то сейчас придерутся. Я переела. И всегда меня в такие моменты спасает мел. Потому что я вот его поем, ну, глотаю, естественно, безымянно. Не просто погрызть и выплюнуть. Час-полтора становится намного легче. Мы в гостях недавно были. Я тоже пережала. Мела у меня под рукой не было безымянного. И тяжесть сохранялась, пока мы домой не приехали. Я вот съела небольшой кусочек и полегчало. А так мы в гостях в 4 часа были. Мне 4 часа было херово. Прикол, хотите, покажу сейчас. Еще. Я действительно благодарю всех здравомыслящих, нескандальных, понимающих людей, в том числе, которые пришли в ранг моих клиентов. Я вам сейчас расскажу такую фигню одну, что произошло. И почему акцентирую внимание на понимающих людях, клиентах, о том, что, блин, вот когда ты работаешь сам на себя, и ты работаешь через посредников. То есть вот у меня есть мейл, да, я там его добываю, прикладываю определенные усилия. До того, как я его упаковала, все, на этом моя работа заканчивается. Далее посредники, которые везут вам либо по России, либо за границу, таможенные службы, которые решают, выпустить товар или не выпустить, да. Так вот, я благодарю тех людей, клиентов, которые понимают, что касается в моих руках, да, дела. До того, как он попадает к вам, не все зависит, к сожалению, от меня. И мы, хотим мы того или нет, прибегаем к службе доставки посредникам. Смотрите, какая фигня. Вот у меня есть бумажка с таможни. У меня с апреля месяца, с конца апреля месяца на таможне застряли посылки. Тут их весь перечень. 21 штука. Штамп. Одна из них от Ксерина. По ней тут полный поручение на таможенный досмотр. Вскрыли мою посылку, они имеют это право, чтобы вы понимали, когда вы говорите, заказала 2 килограмма, пришло 850 там грамм. Мы понимаем, что так не должно быть. Мы проводим уже внутреннее расследование, почему так произошло. Ну, это вот так. Бывает и такое. Поручение таможенный досмотр. То есть, вот, Захаров, да, даже кто просматривал. Во Внуково. В терминале в каком. И они имеют право взять пробу того, чего вы посылаете. В данном случае мы отсылали мелкую. Далее они прикрепили мне акт таможенного досмотра. Что-то я не ем, сижу. Который гласит, что нарушение идет по статье не относится к личным вещам, пересылаемая, да, наша Mail и Green. Таможня решила не выпустить 21 посылку, ребята. Благодаря Захарову. Вот тут дядя Захаров нам машет в кадр рукой. Мне непосредственно с моей посылкой. Посылка клиенту здесь на фотке в Великобританию. На весах, что они вскрыли, из 2 килограмм осталось 1855. Передают мне привет моему клиенту, который ждет свою посылку с конца апреля. Они решили ее просто не выпустить. Перечень всех моих трек-кодов, всех клиентов посылок, которые были перемещены на границу Евразийского экономического союза. И вердикт. Вернуть все отправителю, то бишь мне. И вот они вот вернутся сейчас ко мне. Так. Общий вес. Стоимость, на которую они вернутся. Документ официальный. Печать. Все. Дядю посмотрели мы, да, интересного таможенника. Это просто к слову. У меня периодически случаются казусы в работе, как и
у любых других продавцов, просто я не акцентирую на этом внимание, не люблю срать. Вы заметили, что я не люблю выставлять себя уязвимой овечкой, а клиент полностью виноват. Нет, дело не в этом. Просто я хочу лишний раз, чтобы вы понимали, когда в случае вы от меня напрямую не берете посылку, вот я пришла к вам, сказала там: дорогой мой клиент, заберите, пожалуйста, мелок, от всей души и сердца он вам принадлежит. Вот когда не так, а есть таможня, доставка, еще кучу всего, вот этих подобных течений, вы должны сохранять, пожалуйста, свое здравомыслие. Без скандалов, без криков. За 4 года не было ни одного момента, когда бы я там повысила голос, либо еще что-то. Я пытаюсь всегда принимать и свою, и вашу сторону, и мы находим решение, которое устроит нас всех. Вот из этих 21 посылки клиентов, 17, слава богу, мы решили общее решение, нашли. Они поняли, они увидели все документы. Некоторые из них вообще даже не стали ждать, накричали, разругались, но это их право. Так вот, на будущее любому покупателю, не важно, у кого покупать, у меня, не у меня, пожалуйста. Даже не потому, что вы хотите, можете кого-то обидеть, продавца там, нет, не в этом дело. Как бы там ни было, все ситуации решаемы, и берегите свои нервы. Не портите настроение ни себе, ни близким. Не начинайте вот эту возню с скандалами. Если у вас адекватный продавец, он просто вернет вам деньги. Вот 4 людям я просто их вернула. Ну, послушала говна, естественно. Но это уже опять-таки третий вопрос. Но не ругайтесь, оставайтесь всегда людьми. Ничего нет нерешаемого. Захарова, я этого дядю, конечно, не взлюбила. Надеюсь, больше мои посылки на него не попадут. Завтра мы будем отправлять эти возвраты в новых коробках. Я вам сейчас, кстати, покажу вам, в каком состоянии коробки с таможни приходят, которые я уже забрала. Ищу взглядом, где они у меня стоят. Чтобы вы посмотрели, как нагло это все возвращается, в каком побитом состоянии коробки, как будто их, не знаю, пинали ногами до Курском. И опять-таки, этот сейчас вам экскурс я ввожу для того, чтобы вы понимали, как вообще за кулуарами происходит доставка ваших товаров за границу, что это не так все легко и просто. Но если порядочный товар, господи, порядочный продавец, он всегда найдет вам удобное для вас, в первую очередь, решение. Поэтому не ругайтесь, сохраняйте свои нервы. Покажу вам сейчас, как выглядит посылка. Италия. Тут не будем особо светить инициалами клиента. Тут у нас сзади возврат. Перечеркнуто рукой таможенника, что 28 числа они нам решили ее вернуть. Коробка. Вот тут просто все разорванное. Это я уже сама заклеила. Они нагло просто разрезали. Тут можно открыть аккуратненько. Ну, естественно, таможня таким не будет заниматься. Аккуратненько. Вот такая дыра. Заклеена опять-таки скотчем России сверху. Они взяли на пробу, посмотрели, что там, как упаковано было. Вот здесь прикрепили акт вот этот, о том, что они считают нужным не выпустить, вернуть мне, потерять деньги на этом. Мои деньги, да, клиентов деньги. Потому что, ну, до таможни-то доехала. И сейчас нужно еще решать, каким образом у почты взять эти деньги. И все посылки, которые завтра я буду отправлять уже клиентам, они будут отправлены за мой счет, чтобы вы понимали. Потому что эта посылка уже все, она никуда не поедет. Ее развернули. Вот. Такие дела. Мне кажется, вам будет это полезно послушать, посмотреть. И перед тем, как вы начнете кричать, топать ногой, среди вас есть такие по-любому. Потому что есть люди очень вспыльчивые, которые не доверяют, которые там уже обжигались. Или, в принципе, от природы такие. Любят сразу включать эмоции. Может быть, я спасу кого-то сейчас от этих нервов, никому не нужно.
И вы посмотрите на моем примере, как оно бывает. Это не у меня лежат ваши деньги. Я сплю на меле, а вам ничего не отправляю. Вообще нет. Я свою часть работы выполняю всегда. С огромной любовью, с трепетом. Но таможня решает иногда по-другому. Поэтому берегите нервы. Не кричите, не ругайтесь. Все можно выяснить и решить. Ну сколько я мелочно сожрала, а? Ну, он очень вкусный. Это глыба, я не знаю, я буду ее по чуть-чуть есть. Я прям боюсь, что она уже закончится. А почему не выпустил мои товары, Захаров? Наверное, он поругался в этот день с женой. Или с девушкой. Или просто на работе с кем-то. И мои посылки попали под горячую его руку мужскую. Ну, будем решать. Отправим остаток посылок. И закроем вот этот несчастный протокол, сожгу. С чистой совестью, когда мы со всеми клиентами закроем этот вопрос. Я наелась. А сколько там времени уже? Много. Чтобы вы понимали, я закончила вам снимать в 20:32, а выложу это видео в лучшем случае в 10, потому что пока субтитры загрузятся, пока проверку YouTube пройдет, да,